Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я бы хотел показать вам очередное пополнение своей коллекции фильмами на физических носителях, а именно на Blu-ray, в том числе в формате 4К, а также на DVD. В сегодняшнем видео будет 30 изданий, в том числе 7 из них будут иностранные, зарубежные издания. И именно с них, как и в предыдущих видео про пополнение коллекции, я и собираюсь начать. И первое кино — это фильм Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в главной роли «Терминатор 2. Судный день». Известная картина 1991 года. Появилась у меня наконец-то в коллекции в формате 4К. Это испанское издание с таким вот артом, который отличается от арта на других 4К изданий в других странах. И особенность испанского издания в том, что 4К диск здесь у нас трехслойный, 100-гигабайтный, то есть битрейт видео очень высокий у 4К диска. Открываем, но не без минусов. Нету английских субтитров. Это у нас 4К диск. Терминатор 2. Судный день. А здесь у нас видим Терминатор на Blu-ray. Два диска, которые залочены на регион Б. Поэтому их в настоящее время, в отличие от 4К диска, нет где воспроизвести. А 4К диск спокойно воспроизводится на любых аппаратах, которые поддерживают 4К диски. Такой вот фильм известный. И помимо фильма, у меня также в коллекции появилась книга про Джеймса Кэмерона и про известного режиссера. Видим здесь, какие он фильмы снял: «Титаник», «Правдивая ложь», «Бездна», «Чужие», «Терминатор», «Аватар» и «Терминатор. Судный день». Это такая большая книжка, большая книга, красочная, которая посвящена всем фильмам, которые снял Джеймс Кэмерон. Здесь видим кадр из «Терминатора», еще из «Терминатора», глава, посвященная «Чужим», «Чужой», глава, посвященная «Терминатору. Судный день», кадр из фильма. Далее. «Правдивая ложь». Видим кадры из данной картины. И переходим к «Титаник». Конечно же, как обойтись у Джеймса Кэмерона без «Титаника», за который он получил Оскар. А также много кадров, много текста, посвященного съемкам этого фильма. Также некоторые сторонние проекты, менее известные Джеймса Кэмерона. Ну и, конечно же, как не обойтись без фильмов серии «Аватар». Здесь видим кадры из «Аватара». Такой вот разворот с кадром из данного фильма. И также есть небольшая информация о следующих картинах, которые у нас фильмы серии про «Аватара». «Аватар 2», «Аватар 3», «Аватар 4», «Аватар 5». Видим «Алита. Боевой ангел», который он продюсировал, который он собирался снять, но только спродюсировал. И такая вот книжка про Джеймса Кэмерона появилась у меня в коллекции. Ну и фильм «Терминатор 2. Судный день». Далее переходим к следующей картине. Это у нас режиссер Роб Рейнер. Режиссер Роб Рейнер. И его картина «Несколько хороших парней».
Это у нас юридическая драма, в которой у нас снялись Том Круз, Джек Николсон и Деми Мур. Всех троих актеров мы видим на данной картинке, на данной обложке. Арт, Слип. Видим здесь у нас такая же обложка, как у Слипа. И здесь у нас два диска также. На диске 4К есть русский язык, а на обычном Blu-ray нет русского языка. Такая вот картина в коллекцию фильмов с Томом Крузом и с Джеком Николсоном, которых у меня много в коллекции фильмов данных актеров. Далее 4К диски закончились, и переходим к Blu-ray. И первый Blu-ray иностранный, обычный, это у нас картина Дэвида Финчера «7». Данный фильм с русским языком не выходил нигде, но удалось найти американское издание, конечно же без русского языка, но в формате Blu-ray. Открываем. Накатка диска повторяет обложку. В этой картине у нас снимались Брэд Питт, Морган Фриман, а также снимался Кевин Спейси. Это такая вот известная картина. Это американское издание. И удалось его вместе с другим нашим изданием приобрести за не такую дорогую цену. Фильм 7. Далее переходим к следующей картине. Это у нас фильм Джеймса Л. Брукса «Лучше не бывает». В этой картине у нас снялись Джек Николсон, Хелен Хант и Грег Киннер. Это у нас испанское издание. Второе испанское издание в сегодняшнем видео. И данную картину я приобрел, потому что за роль в данном фильме Джек Николсон выиграл свой третий и последний Оскар. Поэтому решил себе приобрести данный фильм в коллекцию. Лучше не бывает. Далее. Фильм Мишеля Гондри, в котором снялись Сет Роген, Джей Чоу, Кристофер Вальц и Кэмерон Диаз. Такое вот 3D издание данного фильма, но которое может воспроизводиться и в формате 2D. Белый Амарей видим. В России он выходил тоже данная картина в формате 3D в белом Амарее. И видим диск. И это у нас европейское издание, точно сказать не могу, но подобное издание выходило в Болгарии, в Греции, скорее всего, какого-то из этих регионов, или просто европейское издание. Это третий фильм данного режиссера Мишеля Гондри, который больше всего известен по фильму «Вечное сияние чистого разума». Это его другая картина, фильм «Зеленый шершень». Далее переходим к следующей картине. И это у нас фильм режиссера Гриффинов Сета Макфарлейна. И это у нас фильм «Третий лишний». Удалось его найти в таком вот немецком издании с русским языком картина. Видимо, здесь диск. Здесь у нас обложка-перевертыш. То есть, если не нравится, мы можем убрать этот значок, и тогда обложка будет без значка возраста спереди. Я именно так и сделал. Такое вот издание. Третий лишний, в котором у нас снимались Марк Уолберг, Мила Кунис, и медведя этого Теда озвучивал Сет Макфарлейн.
Такое вот издание. И, наконец, последняя картина, которую я хочу вам показать. Иностранное издание, которое у меня появилось в коллекции. Это фильм «Черная дыра». Это у нас чешское издание. Хроники Риддика. Черная дыра. Также с русским языком. Внутренний арт здесь у нас это реклама других изданий от Universal. И сам диск с накаткой на английском языке. В главной роли в данной картине «Черная дыра» снялся актер Вин Дизель. Такое вот кино. Это было последнее, 7-е иностранное издание. Поэтому переходим к российским изданиям на Blu-ray. И первое издание на Blu-ray российское. Это фильм режиссера Уоррена Битти, и который также сыграл главную роль, Дик Трейси. В этом фильме также сыграл Аль Пачино, за что он был номинирован на премию «Оскар». Картина Дик Трейси. Это у нас нуарная картина такая, на основе комиксов. И присутствует здесь у нас внутренний арт с Диком Трейси. Такое вот издание. Такой вот нуарный фильм. Далее. 2 фильма одного режиссера с одним и тем же актером. Первый фильм этого режиссера это картина «Нефть». А актер это Дэниел Дэй-Льюис, а режиссер Пол Томас Андерсон. Это у нас фильм, за который Дэниел Дэй-Льюис получил Оскара как лучший актер. Поэтому я решил себе в коллекцию приобрести данную картину. Издание от Диснея, поэтому у данного фильма, у данного издания присутствует внутренний арт с нефтяной вышкой. И такая вот накатка диска. Также в коллекции появился еще один фильм Пола Томаса Андерсона с Дэниелом Дэй-Льюисом. Это у нас картина «Призрачная нить», за которую Дэниел Дэй-Льюис был номинирован на премию «Оскар». Помимо Дэниела Дэй-Льюиса здесь также снялись Вики Крипс и Лесли Мэнвилл. Такое вот издание. Обложка слипа повторяет обложку, основную обложку. Такое вот. И такая вот накатка у диска, у данного фильма. Таким образом, в коллекции появилось сразу 2 фильма Пола Томаса Андерсона с Дэниелом Дэй-Льюисом. «Нефть» и «Призрачная нить». Переходим далее. Следующий фильм. Это у нас картина с Кристианом Бейлом. Известная картина, в которую мог сняться Леонардо Ди Каприо, но передумал. И это фильм «Американский психопат» с Кристианом Бейлом в главной роли. Ранее этот фильм был у меня на DVD, но удалось найти его на Blu-ray. Издание от Sony Pictures. Такая вот накатка с названием фильма на английском языке. И сам диск лицензионный, все нормально. Известная культовая картина с Кристианом Бейлом «Американский психопат». Далее переходим к следующему фильму. И это у нас обладатель премии «Оскар» за лучший фильм. Картина «Артист». Фильм режиссера Мишеля
Х- Мишеля Хазанавичуса с актером Жаном Дюжарденом в главной роли. Данный фильм выиграл 5 премий «Оскар». Фильм, по большому счету, немой, но в конце появляется звук. И сам фильм посвящен теме перехода с немого кино на звуковое. Как себя чувствовали актеры, которые не смогли вписаться в данный переход. Такая вот картина. Фильм «Артист». Далее. Фильм с Марком Уолбергом. Фильм «Игрок». Взял из актера. Такая вот зеркальная накатка у данного фильма. Это у нас фильм в жанре драма-триллер. И появилось у меня в коллекции данное кино. То есть есть фильм с Марком Уолбергом «Стрелок», а теперь есть в коллекции фильм с Марком Уолбергом «Игрок». Такая вот картина. Далее переходим к следующему фильму. И следующая картина. Это у нас фильм «Август». Данную картину я взял из актерского состава. Здесь у нас снялись Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Юэн Макгрегор, Бенедикт Камбербэтч, Крис Купер, Эбигейл Бреслин и Джульетта Льюис. Хороший такой состав. Есть такая вот семья. И это у нас трагикомедия. И накатка диска повторяет обложку. Фильм «Август». Далее переходим к следующему фильму. И это у нас картина «Стоун», в которой у нас снялись Роберт Де Ниро, Мила Йовович и Эдвард Нортон. Вот из-за такого актерского состава и решил приобрести данную картину себе в коллекцию. Это у нас драма с этими тремя актерами. С Робертом Де Ниро, Милой Йовович и Эдвардом Нортоном. Картина «Стоун». Далее. Следующая картина. Это у нас фильм с Райаном Гослингом от режиссера Дерека Кьянфранца. И это фильм «Валентинка», где Райан Гослинг снялся с актрисой Мишель Уильямс. Когда любви нужен последний шанс. И это мелодрама с этими актерами. Такая вот накатка у диска данного издания. Фильм «Валентинка». Идем далее. И следующая картина. Это у нас испанское кино. И фильм режиссера Педро Альмодовара с актером Антонио Бандерасом «Кожа, в которой я живу». Известная картина из последних у Педро Альмодовара. И воссоединение с Антонио Бандерасом, с которым он снимал ранние фильмы, после долгого времени. Потому что он какое-то время сразу... Антонио Бандерас снялся в нескольких фильмах Педро Альмодовара, а потом не снимался, а в данном фильме он снова вернулся к данному режиссеру. Такая вот известная картина, триллер «Кожа, в которой я живу». Далее мультфильм от DreamWorks. Взял за небольшую цену «Монстры против пришельцев». Еще один мультфильм от DreamWorks коллекцию. У меня их много, но данной картины «Монстры против пришельцев» до этого не было в коллекции.
поэтому решил добавить его себе. Далее еще один мультфильм, а именно анимационная интерпретация истории про Кинзадза под названием Ку Кинзадза. Это последний фильм режиссера Георгия Данелии. Здесь у нас история почти та же, но некоторые моменты переосмыслены или добавлены по сравнению с мультфильмом. И такая вот накатка диска. У данного фильма. Фильм Ку Кинзадза режиссера Георгия Данелии. И, наконец, последнее кино в формате Blu-ray. Это у нас сказка «Волшебная лампа Аладдина», где в главной роли, в роли Аладдина, снялся актер, который недавно умер. Это актер Борис Быстров. Это он в молодости снялся в главной роли в данной картине «Волшебная лампа Аладдина». Такая вот простая накатка диска с названием фильма. И еще одна сказка в коллекцию. И это был последний Blu-ray на сегодня, в этом году, который хотел вам показать. Поэтому переходим к DVD-изданиям. И первое DVD-издание это у нас такое вот коллекционное издание «Омен», где у нас 5 фильмов представлены, а именно «Омен», «Омен 2. Дэмиан», «Омен 3. Последний конфликт», «Омен 4. Пробуждение» и «Омен ремейк». Открываем. Это у нас диджипак. И здесь представлены Омен 1, Омен 2, Омен 3, Омен 4 и Омен 666, или просто Омен. Это у нас ремейк, который вышел 6 августа 2006 года. Такая вот серия фильмов ужасов появилась у меня в коллекции в таком коллекционном издании на DVD. Далее. Фильм по рассказу Стивена Кинга 1408, в котором у нас снялись Джон Кьюсак и Сэмюэл Л. Джексон. Издание от Веста. Двухдисковое издание от Веста. Еще одно из двухдисковых изданий в диджипаках, которые они выпускали. И здесь у нас 2 диска. На одном диске фильм, а на втором дополнительные материалы. Здесь присутствует внутренний арт данного издания. $1408. Далее 2 фильма одного режиссера. Был в сегодняшнем видео Пол Томас Андерсон, а это Уэс Андерсон. И Уэса Андерсона тоже сразу 2 фильма появилось в коллекции. Первый это у нас «Водная жизнь», где в главной роли снялся Билл Мюррей, а также снялись у нас Оуэн Уилсон, Кейт Бланшетт, Анжелика Хьюстон, Уильям Дефо, Джефф Голдблюм, Майкл Гамбан и Бат Корт. Такая вот комедия, такой вот фильм от режиссера Уэса Андерсона в его стиле. И решил собрать все фильмы, которые выходили с русским языком на DVD, из тех, что не выходили на Blu-ray. А таких фильмов оказалось 2. И один из них это «Водная жизнь». А другой фильм, который вышел на DVD с русским языком, это у нас «Поезд на Дарджилинг», «Отчаянные путешественники».
Также видим от Уэса Андерсона. В главных ролях здесь у нас Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди и Джейсон Шварцман. Это у нас диджипак. Открываем. Видим у нас диск. И под диском также есть у нас изображение с этими тремя героями, с тремя персонажами данного фильма. Такие вот два фильма Уэса Андерсона появились у меня в коллекции. И теперь из того, что с русским языком на лицензии выходило от данного режиссера на дисковых носителях, все 6 фильмов есть в коллекции. Переходим далее. И далее у нас фильм Ридли Скотта. Продолжаем потихоньку собирать фильмы Ридли Скотта. И в сегодняшнем видео у нас фильм «Солдат Джейн» с актрисой Деми Мур, где она сыграла заглавного персонажа «Солдат Джейн». Это у нас фильм Ридли Скотта из 90-х годов. Видим, здесь у нас такой внутренний арт данного издания. Фильм «Солдат Джейн». Далее. Переходим к следующей картине. И эта картина, фильм режиссера Джейсона Рейтмана «Джуна», в котором у нас снялись Эллен Пейдж, Майкл Сера, Дженнифер Гарнер и Джейсон Бейтман. Также диджипак. Открываем. Здесь у нас такая же обложка. Здесь у нас кадры из фильма и премия, которую выиграл фильм. И такой вот арт внутри этого диджипака. Картина Джуна. Далее. Последний диджипак в сегодняшнем видео. Это фильм, обладатель премии «Оскар» за лучший фильм «Вокруг света 80 дней». Это картина 1956 года. И за этот год она выиграла премию «Оскар». Такой вот диджипак. 5 «Оскаров». А именно лучший фильм, лучший сценарий, лучший оператор, лучший монтаж и лучшая музыка. И такая вот простая накатка диска. «Вокруг света 80 дней» по известной книжке писателя Жюля Верна. «Вокруг света 80 дней». И осталось 3 издания в простых амареях. И первая картина — это фильм Клинта Иствуда «Письма с Иводзимы». У меня есть фильм «Флаги наших отцов», а это та же самая история, но с другой стороны боевых действий, с японской стороны. И теперь оба фильма появились у меня в коллекции. То есть «Письма с Иводзимы» и «Флаги наших отцов». То есть дилогия собрана из 2 фильмов Клинта Иствуда. Такая вот накатка. И такая вот информация сзади. «Письма с Иводзимы». Далее. Британская комедия 1994 года, которая некоторое время была самым кассовым британским фильмом. Это у нас комедия «4 свадьбы и одни похороны». Режиссером данной картины выступил Майкл Ньюэлл. А снялись у нас в главных ролях здесь Хью Грант и Энди Макдауэлл. Известная комедия, известная картина из 90-х годов. 4 свадьбы и одни похороны.
И, наконец, последнее издание на сегодня. И также последний фильм одного известного режиссера, а именно Милоша Формана, картина «Призраки Гойи». Издание от Веста. В главных ролях здесь снялись Хавьер Бардем, Натали Портман и Стеллан Скарсгард. Такое вот издание. И это был последний фильм на сегодня, последний фильм в этом году, который хотел вам показать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Желаю вам всего хорошего в наступающем году. А на этом данное видео все. Пока.